Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня вот такая интересная тема. У меня сегодня топик узором листочки. Схема тоже есть. Я всегда радуюсь, когда она есть, потому что по ней очень просто, четко вязать. А сегодня предлагаю посмотреть, подобрать красивые ниточки и с удовольствием повязать. У меня вот такие замечательные ниточки. Бирюза слонимская. Мой любимый цвет, обожаю такой цвет. И мне нравится, как слонимская пряжа ложится в узор. Почему я с нее вяжу? Потому что практически любой узор получается очень красиво. У нас есть схема с вами. Схема хорошая, четкая, что бывает редко, поэтому это всегда радует. Раппорт узора, смотрите, 23 воздушные петельки. Вот такие у нас листочки будут. Вот, 23. Я набрала воздушные петли абсолютно обыкновенным способом, вот они 23, и поставила маркер в 23 петельку, чтобы не пересчитывать 100 раз. 23 набрали, поставили маркер. Набираем петли по объему бедер. Но я не стала замыкать в кольцо, хотя буду вязать по кругу, потому что сколько ни считай петли, всегда получается, что что-нибудь то много, то мало. Поэтому я предлагаю набрать воздушные петли по объему бедер, распределить по 23 воздушных петелек и начать вязание. А уже когда мы весь первый ряд свяжем, тогда можно будет либо привязать, либо что-то убавить, и тогда уже замкнем в круг. А пока начинаем вязание с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков с одним накидом. Держим палец. 1, 2, 3. Это у нас первый столбик. Первый столбик. И четвертую петлю от края начинаем вязание и считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Я вяжу в 4 ниточки крючком 2,75, 6, 7, 8. У нас получится как бы филейные такие листочки. Кто любит филейное вязание, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 воздушные петли внизу и вверху пропускаем, и в третью вяжем столбик. Из одной петли 3 столбика. 1, 2, внизу пропускаем 1, 2, в третью воздушную петельку вяжем 1, начало нашего листочка, 2, 3. Опять 2 петли пропускаем, 1, 2, внизу тоже пропускаем 2 и начинаем вязание. Смотрите, 1 столбик и 2 с общей вершинкой, то есть это у нас такой будет уже узорчик. Сокращение. Первый листик мы вяжем прям по центру, а потом идут сокращения. Второй листик вяжем самое начало и третий сокращение. Вот сейчас у нас идет сокращение. Провязываем 2 вместе, 3 просто столбика, 1, 2, 3, 2 столбика вместе, 1, 2 и 2 воздушные петельки нам нужно пропустить, провязать вверху и пропустить внизу, и начинать вязать новым вот точно такой же мотивчик. 9 столбиков, 2 воздушные петли, столбик в одну, 3 столбика в одну петельку, 2 воздушные петли, и вот точно такой же раппорт мы начинаем вязать. Маркер убираем, он нам не нужен будет. Самое главное провязать первый ряд, 2 воздушные петли пропускаем и начинаем вязать все точно так же. Распределение узора нашего. Хотите, если вам маркер нужен, чтобы вы знали, что листочки у нас закончились, можно его вот так вот оставить. Первый ряд вяжем. Первый самый главный рядочек
котором мы распределяем узор, я провязала, оставила маркеры, чтобы потом не запутаться, что вот раппорт узора есть. 2 воздушные петельки провязываю. Внизу у меня остается 3 петли, 1 петля лишняя, ничего страшного. Выравниваю вязание и присоединяю 2 воздушные петельки в самый первый столбик. А внизу привяжу вот этот остаточек, для того, чтобы вязание было по кругу, да? Если вам не хватило, всегда можно сюда привязать петли и набрать еще воздушные петли. Или наоборот, если лишние, значит просто-напросто их можно распустить, чтобы не перевязывать еще раз первый ряд. Теперь идем по узору. Смотрите, узорчик достаточно простой. Уменьшаем столбики в первом листике, 2 воздушные петельки между оставляем, увеличиваем во втором, 2 воздушные петельки оставляем, уменьшаем в третьем. Вот у нас 3 листочка. Уменьшаем, увеличиваем, уменьшаем. Конечно, обязательно нужна схема, она будет в сообществе ВКонтакте, в Одноклассниках. Распечатайте себе и вяжите, потому что без схемы вязать будет сложно. Я хочу показать только принцип вязания, как набрать. Всю кофточку показывать я не буду, потому что это все наглядно, очень простенько, все есть. Вот, то есть наша задача набрать 2 воздушные петли. У нас вот во вторую петельку нам нужно столбик соединить. Вот, то есть мы провязываем первый листочек, уменьшаем. Я буду вязать поворотными рядами, то есть по кругу провязала и обратно. Это намного удобнее вязать. Кто хочет по кругу вязать, конечно, сказать ничего не могу, но имейте в виду, когда вы вяжете по кругу, вот первый, вернее предпоследний и последний столбик вяжем вместе. 2 воздушные петельки оставляем. Когда вяжете по кругу и доходите до проймы, там придется вязать по отдельности. И что у вас получится? Получится не одинаковый узор. Поэтому я всегда предлагаю: провязали по кругу, повернули. Вот. Один листочек уменьшаем, второй увеличиваем, уменьшаем. 2 воздушные петельки, не забываем вязать между. У нас было уменьшение. И сейчас мы еще раз делаем уменьшение. Вот так вот. 2 столбика вместе. 1 столбик центральный пока сам по себе. И опять 2 вместе. Принцип вязания такой. Раппорт узора мы с вами связали. Воздушные 2 петельки у нас есть. И вяжем опять все то же самое, то, что и связали сейчас. Схема обязательно нужна. Вот она. Вяжем по схеме. Второй рядочек я провязываю и хочу показать, что значит вязание по кругу, но поворотными рядами. Вот второй рядочек мы провязываем, объединяем с самым началом, набираем. Так, ниточка бывает, да, расслаивается, ничего страшного, всегда можно поправить. Набираем 2 воздушные петли подъема. Вот смотрите, присоединились. Разворачиваем вязание в обратную сторону. Вот. И начинаем вязать. Вот у нас 9 столбиков мы начинали с них. И мы уменьшаем. То есть наш узор уменьшается. Мы вяжем в обратную сторону весь наш узорчик. Самый большой сегмент листочка мы уменьшаем. Вот. Уменьшаем. 2 воздушные петельки между ними. И смотрите, мы добавляем новый листочек. Почему? Потому что тот маленький, который у нас листочек был, мы его в этом ряду уменьшаем. И поэтому мы вводим новый. У нас все время в узоре, в раппорте 3 листочка. Вот. То есть мы 2 воздушные петли провязали. Между, вот сюда в арочку провязываем 1, 2, 3. Ширина, объем у нас узора остается то же самое. Почему? Потому что мы листочек, который у нас сейчас второй, мы его расширяем. Расширяем
Последний раз. Нет, еще один разочек. Расширяем. 1, 2, 3, 4 ряда расширяем. Один ряд вяжем ровно и 4 уменьшаем. Вот и все, что нужно запомнить, если вы не умеете вязать по схеме. Расширяем это, провязываем 2 столбика в первом столбике и в последнем. Вот. Теперь 2 воздушные петли, и у нас 3 столбика остается. Мы их провязываем 1 столбик, 2 и 3 вместе с общей вершинкой. А в следующем ряду мы, смотрите на схему, мы его не вяжем совсем. У нас только 2 воздушные петельки будут. В этом ряду сократили, в следующем ничего нет. А тот листочек, который мы начали вязать заново, мы его расширяем. И все время у нас все идет параллельно. Уменьшение, увеличение, увеличение. 2 воздушные петельки провязали и опять начинаем узор заново. Вот. В том ряду, где мы делаем сокращение, мы вводим новый листочек. Вот такой ряд, такой узор. Предлагаю повязать. Я какую-то часть вяжу, покажу, но ориентируйтесь в любом случае на схему, которая есть четкая, хорошая, понятно. Сделайте принт-скрин, скопируйте, сфотографируйте и вяжите по схеме вот эти вот листочки. Вяжутся они очень несложно, просто столбики. Хотела показать момент, что вот смотрите, в прошлом ряду мы собирали в кучку 3 столбика, и над ними вот у нас просто 2 воздушные петельки. Вот. То есть листочек один закончился, в следующем ряду просто 2 воздушные петельки. Увеличение, как и уменьшение, идет 4 рядочка. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4. Следующий ряд просто по факту 9 петелек. 9 петелек вот мы с вами провязали. Вот 9, вернее, не петелек, а столбиков. 9 столбиков, потом идет на уменьшение. То есть 1, 2, 3, 4 рядочка идет увеличение, 1 ряд нейтральный и 4 уменьшения. Все, то есть все вот эти листочки, они вяжутся по одному принципу. И этот принцип очень легко запомнить. 2 воздушные петли, разворачиваем вязание. 3 столбика с общей вершинкой, 2 воздушные петельки. И наша задача увеличить здесь и здесь 2 листочка. То есть здесь все время идет повтор. Я провязала 1, 2, 3, 4. 4 рядочка увеличения. Самый большой листочек мы вяжем по факту, уменьшаем, увеличиваем. Точно так же, как мы вязали в самом начале. Вот такие листочки вяжем до проймы. Все-таки поворотными рядами я вам советую это делать, потому что на пройме будем вязать отдельно перед и спинку. И, конечно, будет видно, если вязать не поворотными рядами. Вот так получается. Вот такие листочки у нас симпатичные. Мне нравится. А вам? Вяжем до проймы. Провязали ровным полотном до проймы. У всех расстояние разное. У меня примерно 40 сантиметров. Теперь нам нужно распределить наш узор на спинку и перед. Делим полотно, вот у нас пополам, да, лежит оно. Определяем пройму. Я выделила целый узор для проймы, потому что как-то по-другому поделить не получается. Вот такое расстояние для проймы с одной стороны. И точно такой же, ведь прям весь узорчик с другой стороны. 2 листочка. Вяжем ровно спинку. Вот она у нас получается. Спинка у нас длиннее переда, поэтому вот она вяжется таким полотном. Связали спинку. И теперь наша задача провязать полочки. Опять же, смотрите, я предлагаю, очень сложно в этом узоре сделать круглый вырез. Мы его скруглим потом, уже на момент обвязки. Пока
я выделила по центру 2 узора. Вот. У меня будет такой квадратный вырез. Квадратный вырез, я его буду обвязывать и скруглять. А пока вырез будет вот такой. То есть я оставила по одному узорчику на полочке. И у меня будет вот такой большой вырез квадратный. 2 узора я пропускаю, 1 оставляю. Вот. А уже потом обвяжем. Каким образом вязать половинку? Вот, допустим, смотрите. Вот на спинке. Как вязать? Мы сейчас с вами разберем. Вот узор от маркера до маркера. Начинаем вязать. Подвязываем ниточку. И всегда мы начинаем вязание так. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. Смотрите. Наглядно. Вот они. Петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5. А заканчивать всегда будем 2 воздушные петли и столбик с накидом. И у нас получается вот такая вот ажурная сеточка на стороне проймы. То есть мы с вами 5 воздушных петель провязали. И начинаем вязать узор. По факту, если мы по узору, если мы здесь прибавляли, значит 1, 2, 3, 4, помните, да? 4 рядочка мы с вами прибавляем. 5-й ряд мы вяжем просто ровное вязание. И мы весь наш узорчик вяжем до маркера. Вот. И заканчиваем 2 воздушные петли и столбик с одним накидом за воздушную арочку. Все, узорчик у нас несложный. Вяжем просто 1 узор до самого верха. Но по сантиметрам он всегда меньше спинки. Вот. Начинаем таким образом и заканчиваем. Сам узор, как вязать, все знают. Поэтому просто вяжем. Потом покажу обвязку и уже рукава в следующем мастер-классе. Пока вяжем ровным полотном. Получается такая основа. Я провязала полочки. Полочки у меня узкие, но потому что у меня размер такой. Если у вас размер кофточки, туники будет большой, то, соответственно, у вас там, допустим, 2-3 узорчика будет идти на полочку, 1 и 2. У меня просто маленький размерчик, поэтому получилось вот так вот, по одному узору. Квадратный вырез. Квадратный вырез мы сейчас будем менять. Каким образом? Мы сейчас будем обвязывать. Обвязывать я всегда предлагаю с угла, которого не очень-то видно. Либо это шовчик, либо это вообще на спиночке сделать надо. Вот. Набираем. Подвязываем ниточку абсолютно в любом месте, воздушную петлю делаем и собираем вот так вот. Просто-напросто провязываем полустолбики и немножечко приспариваем. Каким образом? Провязываем, допустим, 5 полустолбиков, 1 полустолбик, пропускаем опять 5 полустолбиков. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. У нас здесь 2 воздушные петельки, то есть 1 пропускаем, 1 воздушную петельку и опять вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 5 полустолбиков, пропускаем 1 столбик и дальше. То есть мы немножечко приспариваем. Наша задача дойти до квадратного выреза. Я хотела показать. Вот я сейчас довяжу вот до этого угла. Вот. И здесь нам нужно немножечко скруглить. Вот я обвязала полустолбиками. Доходим до самого выреза. Вот самого такого критичного момента. И просто-напросто вяжем столбик с одним накидом. Даже, наверное, вот сюда мы сделаем. Столбик с одним накидом. То есть мы приподнимаем 1, 2, 3 столбика. Вот уголочек, который у нас здесь был, вот он у нас. Вот. Мы его слегка скруглили. И потом опять идет обвязка полустолбиками. Через каждые 5 полустолбиков 1 мы сокращаем. И следующий ряд нужно обвязать просто без столбиков.
вернее, столбики, столбики без накида. Вот. То есть первый ряд мы обвязываем полустолбиками, а потом ряд вяжем столбики без накида. В каждый уже столбик, ничего не сокращая. И тогда вырез у нас будет красивым. Практически все изделия я так обвязываю. Не нужно придумывать каких-то сложных моментов совсем от слова. 5 провязали, 1 пропустили, следующие 5. Пропуск не видно, но немножечко скругляется вырез и уменьшается, потому что вырез у нас получился не маленький. 5 и дальше 1, 2 и вот таким образом на уголочке просто провязали столбики с одним накидом. Обвязала горловину, вот она подуменьшилась, стала поменьше, поаккуратнее, уже хорошо все смотрится, и мы имеем готовый топик. Хотя в моих планах связать туничку, но сегодня это топик такими красивыми листочками. Листочки вяжутся совсем простенько, легко запоминаются, можно связать. Расход пряжи где-то грамм 150 у меня ушло, потому что топик такой был короткий. Вот. И завтра уже будем вязать рукава, и топик превратится в туничку. А пока на сегодня огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Сегодня мы с вами посмотрели, как вяжется в круговой узорчик. Симпатичный. Набрали петли, провязали, обвязали горловину. Что хотела сказать. Я всегда сшиваю на изнаночной стороне. Всегда показываю много раз. Просто вот с изнаночной стороны столбик в столбик. Все, столбик без накида провязываю. Потом задача просто-напросто шов прогладить. И он всегда получается аккуратно. Сегодня связали топик. Подписывайтесь на канал, чтобы не потерять новые видео мастер-классы. Вязание предстоит интересное. До новых встреч. Пишите комментарии.